Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда. В этом видео я вам покажу, как я вязала такой костюм. Состоит он из туники и штанов. Вязала я его из пряжи Yarnart Jeans. Номер цвета кофейного 71 и номер цвета молочного 03. Саму тунику я вязала на круговых спицах номер 2,75. Штанишки я вязала на чулочных спицах номер 2,5 и номер 3. Также нам понадобится крючок, ножницы, иголка, одна пуговичка, сзади туника застегивается на одну пуговицу, лента, ну и какой-то декор, если у вас будет такое желание. Ну что ж, если вам нравится такой костюм, присоединяйтесь, давайте свяжем его вместе. Итак, для начала давайте наберем привычным для вас способом на спице 36 петель и провяжем 2 ряда лицевыми петлями. Два ряда лицевыми петлями я провязала, и начинаем вязать нашу кокетку. Первый ряд, первую петлю снимаем, делаем накид, вяжем 2 лицевых. Опять накид, 2 лицевых. И так вяжем до конца ряда 2 лицевых, накид, то есть 2 лицевых, накид, 2 лицевых. Первый ряд я закончила накидом и изнаночной кромочной. Второй ряд кокетки вяжем все петли изнаночные, накиды вяжем, как они лежат, для образования дырочек. После того, как довяжете этот изнаночный ряд, третий провяжите лицевой, четвертый ряд провяжите изнаночный, без накидов. То есть по рисунку ряд изнаночный, ряд лицевой, ряд изнаночный. Итак, вяжем 5-й ряд нашей кокетки. Кромочную снимаем, делаем накид, вяжем 3 лицевые. И опять накид, 3 лицевые. И так будем вязать до конца ряда. Накид, 3 лицевые. Дальше 6-й ряд изнаночный, 7-й лицевой и 1 опять изнаночный. То есть 6-й, 7-й, 8-й вяжем по рисунку. Так, я разогналась. Давайте довяжем этот ряд, затем 6-й изнаночный, 7-й лицевой и 8-й изнаночный. 9-й ряд кокетки. Кромочную снимаем. Сначала вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Затем делаем накид и до конца ряда будем вязать накид, 4 лицевых, накид. 10-й изнаночный ряд провязываем изнаночными петлями. Так, я довязала 10-й ряд. Вот что у нас получается на данном этапе. Белую нить я отрезала, ввожу нить другого цвета и провяжу этим цветом один ряд лицевой, один изнаночный. Кромочную я провязываю, чтобы ввести новый цвет. И теперь вяжем этим цветом один ряд лицевой, один изнаночный.
Итак, в следующем ряду будем формировать рукава. Свяжем 14 лицевых петель, кромочную снимаем, и она считается как первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13 и 14. Дальше закрываем 15 петель рукава. Раз, два, три, 4, 5, 13, 14 и 15. Дальше вяжем 31 петлю переда. Это у нас считается первая. То есть нам еще нужно связать 30 петель. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, 30 и 31. Дальше также закрываем 15 петель рукава. Раз, два, закрыли 15 петель рукава и довязываем ряд 14 лицевых. Это у нас первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13 и кромочная 14. Переворачиваем вязание. Вяжем до этого момента, до петель рукава, изнаночные петли. Довязали до петель. Теперь делаем 4 воздушные петли подреза. Раз, два, три, 4. Дальше вяжем петли переда изнаночные, затем также здесь наберем 4 воздушные петли подреза и закончим наш ряд также изнаночными петлями. Итак, изнаночный ряд провязан. Вяжем лицевой ряд лицевыми петлями. Петли подреза вяжем за заднюю стенку петли. Следующий ряд провяжем ряд изнаночными петлями. Вот наши петли подреза. И давайте вот эту петлю первую перед подрезом свяжем тоже скрещенной, чтобы меньше было вот здесь дырочки. И если вы делали такие же накиды, как и я, петли подреза вяжем за задние стенки. 2, 3 и 4. И вот эту петлю после петель воздушных подреза тоже давайте провяжем скрещенной, чтобы у нас здесь меньше образовывалось дырочек. И все. Итак, давайте довяжем этот ряд лицевой и затем провяжем один изнаночный.
следующем лицевом ряду будем формировать дырочки под ленточку. Кромочную снимаем, делаем накид, вяжем 2 вместе лицевой. Опять накид, 2 вместе лицевой. Так вяжем до конца ряда. Следующий ряд вяжем все изнаночные, накиды провязываем, как они лежат, чтобы образовались дырочки. Давайте свяжем этот лицевой, накид 2 вместе лицевой и 1 ряд изнаночный. Накиды вяжем, как они лежат. Итак, вот что у нас получилось. Изнаночный ряд я тоже провязала. В следующем ряду будем делать прибавки и начинать вязать низ самой туники. Кромочную снимаем, делаем накид, вяжем 2 лицевых, опять накид и 2 лицевых, накид, 2 лицевых. Ну и так до конца ряда. В изнаночном ряду мы будем вязать все петли изнаночные, но если хотите, чтобы у вас сверху тунички, то есть вот в этом месте были дырочки, вяжите накиды, как они лежат. Если не хотите, вяжите их скрещенной изнаночной. Я не хочу, чтобы у меня там были дырочки, я буду вязать скрещенной изнаночной. То есть получается, я буду вязать ее за заднюю стенку. В общем, вернусь в изнаночном ряду и покажу, как я буду вязать. Итак, я вяжу изнаночный ряд, провязываю 2 изнаночные. И вот он наш накид. Если мы хотим, чтобы была дырочка, мы вяжем так, как он лежит, то есть вот за эту стенку. Ну, если вы так же, как и я, не хотите, чтобы у вас там была дырочка, вяжем вот за эту заднюю полупетлю. Опять 2 изнаночных. Вот он наш накид. Захватываем заднюю стенку петли. Так, вот она, и провязываем за нее. Ну и так до конца ряда. Так, ну что ж, вот что у нас получилось на данном этапе. Сейчас я свяжу низ туники примерно 6,5-7 сантиметров. Остановлюсь на изнаночном ряду, то есть провяжу лицевой, а изнаночный я уже буду вязать лицевыми петлями. То есть я в конце хочу 2 ряда провязать платочной вязкой. Вязать я буду низ туники лицевой гладью, как вы уже поняли, поэтому я сейчас свяжу, померю на свою зайку и вернусь, скажу, сколько сантиметров я связала. Ну, тут опять-таки на ваш вкус. Кто-то захочет подлиннее тунику, кто-то захочет покороче. В общем, я пошла вязать. Итак, я провязала 6,5 сантиметров лицевой гладью. У меня это получилось 20 рядов. Остановилась я на лицевом ряду, то есть сейчас я буду вязать изнаночный ряд. И начиная с этого изнаночного ряда я провяжу 2 ряда лицевыми петлями. После того, как я провяжу 2 ряда лицевыми петлями, я эти петли закрою, и прежде чем отрезать нить, я оставлю достаточно длинный кончик, чтобы нам сшить вместе 2 половинки нашей туники. Итак, давайте провяжем 2 ряда лицевыми петлями и закроем петли привычным для вас способом.
Петли я закрыла, нить обрезала, вставила нить в иголку. Теперь будем сшивать две наших детали. Поворачиваем к себе лицевой стороной. Пришивать мы будем за кромочные петли, а точнее за перемычки, которые между ними. Так, сначала вставляем сюда иголку в последнюю петлю. Так, теперь вводим иголку, вот откуда здесь у нас петля выходит, вот она, и провязываем за перемычку. Теперь с этой стороны, откуда мы вводили иголку, вводим туда же и выводим сюда за перемычку. Слегка подтягиваем. Теперь с этой стороны, где у нас выходит ниточка, выходила, мы сюда заходили, опять в следующие кромочные петли. С этой стороны опять, вот у нас откуда выходит нить, вводим сюда же и выводим в другую кромочную петлю за перемычку. Слегка подтягиваем. Опять с этой стороны и с этой. Так у нас шов будет не сильно заметен. Не сильно также затягивайте, чтобы не затянуть, не перетянуть. Так. И я буду зашивать две стороны туники. Конечно же, не до конца. Приблизительно до сюда, может быть, чуть повыше. В общем, я буду мерить обязательно свою игрушку. И когда я пойму, что голова игрушки пролазит хорошо, только тогда я закреплю и отрежу нить. Обязательно померьте на игрушку, чтобы не было потом проблем, не пришлось распускать. Давайте зашьем до нужной нам высоты. Так, ну я пришила, точнее сшила две половинки, вот так вот у меня получилось, потом еще постирается, отгладится, и здесь петельки лягут хорошо. У меня получилось, что я прям вот всю коричневую часть закрыла. Теперь давайте сделаем петельку под пуговичку, я ее сделаю одну вот в этом районе. Присоединю, возьму крючок номер 2, присоединю нить и сначала воздушными соединительными петлями дойду до сюда, до серединки. Так. Наберу 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И уже присоединюсь. Так, это будет слишком... У нас тут дырочка. Вот так. И еще сюда. Все. Ниточку обрежем.
И закрепим. Думаю, одной пуговички будет достаточно. Так, ну, туника моя почти готова. Мне осталось пришить пуговицу, а ленточку я вдену после того, как постираю ее и отглажу. В общем, ну и, соответственно, сейчас прячу все ниточки. Ну а теперь убираем в сторонку тунику и начнем вязать штанишки. На чулочные спицы номер 2,5 давайте наберем 72 петли по 18 петель на каждую. Наберите 72 петли на чулочные спицы, на каждую по 18 петель. После того, как набрали петли на спицы, давайте провяжем 6 рядов резинкой 1 на 1. То есть изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Давайте провяжем так 6 рядов. Так, 6 рядов резинки у меня провязано. В этом ряду давайте сформируем дырочки под шнурок или под ленточку, кто что будет вставлять. Вообще изначально я не планировала делать шнурок штанишки, но потом решила, что все-таки для поддержки штанов они нам нужны. Поэтому давайте свяжем этот ряд накид, 2 вместе лицевой. И опять накид, 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. Второй ряд провяжите все петли лицевые, накиды вяжите, как они лежат, чтобы сформировались дырочки. Итак, давайте довяжем этот ряд накид, 2 вместе лицевой. Второй ряд все петли лицевые. Так, ну я провязала, дырочки под шнурок сделала. Теперь я отрезала нить, кстати, кофейного цвета, перехожу на белую, а также я перехожу на спицы номер 3. Теперь давайте свяжем 23 ряда лицевой гладью. То есть все 23 ряда будем вязать лицевыми петлями. И также переходим, конечно же, на спицы номер 3. Давайте этих 23 ряда лицевыми петлями, даже не 23, давайте провяжем 24 ряда лицевыми петлями самостоятельно. Эти спицы я убираю в сторонку. Так, ну давайте провяжем 24 ряда лицевыми петлями. Я провязала 24 ряда. Сейчас мы с вами разделим наше вязание пополам. То есть сначала мы будем вязать на первой и второй спице, затем присоединим нить и будем вязать на третьей и четвертой. Вязать мы, соответственно, будем поворотными рядами. Ряд лицевой, ряд изнаночный и так далее. Также у нас будут теперь кромочные. Первую всегда будем снимать, последнюю всегда будем провязывать изнаночной. Вязание с 2 спиц можно для удобства перенести на одну. И таким способом давайте провяжем на первых 2 спицах 16 рядов лицевой гладью.
То есть, как я уже сказала, повторюсь, ряд лицевой, ряд изнаночный. Так, я связала 16 рядов, белую нить я отрезала, теперь буду присоединять нить другого цвета, предварительно оставив кончик нити подлиннее. За счет него мы будем сшивать коричневую часть штанин. Присоединяемся и давайте свяжем 2 ряда лицевой гладью нитью этого цвета. Так, ну давайте свяжем ряд лицевой и 1 ряд изнаночный. Итак, 2 ряда связано, и в следующем ряду будем формировать дырочки под ленточку. Кромочную снимаем, делаем накид, вяжем 2 вместе лицевой. И опять накид, 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. Следующий ряд провяжите изнаночный. Все петли изнаночные, накиды вяжем, как они лежат. И после изнаночного ряда провяжите 1 ряд лицевой, то есть лицевыми петлями. Так, ряд изнаночный, ряд лицевой у меня провязан. Переворачиваю изделие и 2 ряда провяжу лицевыми петлями, начиная с этого изнаночного. Провяжу 2 ряда лицевыми петлями и затем закрою петли. Провяжите 2 ряда лицевыми петлями и закройте их. Так, ну что, одна часть штанин готова. Вторую часть свяжите точно так же, как первую. Единственное, после того, как свяжете 16 рядов, и прежде чем отрезать нить, оставьте достаточно длинный кончик для сшивания. Когда закроете петли, точно так же оставьте немного нити. То есть, которую мы нить оставим коричневого цвета, мы будем сшивать вот эту часть, а белой нитью вот эту часть будем сшивать. И затем опять коричневый, который мы оставили кончик. В общем, давайте свяжем вторую штанинку, и я к вам вернусь. Итак, штанишки я довязала. Сейчас я их буду сшивать. Сшивать я буду точно так же, как я сшивала тунику, то есть закромочные петли. Сначала я буду сшивать коричневой нитью, потом перейду вот на эту белую, сошью белую часть штанов, ну опять потом коричневой. Как сшивать таким способом я второй раз снимать не буду, поэтому давайте прошьем самостоятельно, и я к вам вернусь. Ну все, мои штанишки готовы, я их сшила, это выглядит вот так. Ну и в принципе мой костюм готов. Мне осталось постирать, отгладить, пришить здесь пуговичку, вставить ленточки, еще хочу сюда какой-нибудь цветочек сделать. Всем спасибо, что вязали вместе со мной и досмотрели это видео до конца. Если еще не подписаны, конечно, подписывайтесь, буду очень благодарна. Всем до встречи и хорошего настроения!